Алиса ненавидела всех, а особенно свою мать. Она точно знала, что когда вырастет и выйдет отсюда, то обязательно ее найдет. Нет, она не собиралась бросаться ей на шею и кричать «Здравствуй, мамочка!». Она собиралась немного понаблюдать, а потом отомстить ей за все годы, которые она провела в детском доме, за то, что пока Алиса тут слезы лила, мамашка ее жила себе в удовольствие. Почему-то она не сомневалась, что мать именно так и живет. А как может быть иначе? Скинула ненужного ребенка и живет припеваючи. Алиса всегда была в детском доме, сколько помнила себя, столько и была. Несколько раз ее переводили, потому что она дралась постоянно, и ей было совершенно плевать, кто перед ней, мальчик или девочка. Ее наказывали, запирали в изоляторе, лишали сладкого, но она все равно продолжала ненавидеть воспитателей, ненавидела детей и вообще весь свет. Еще совсем маленькой она поняла, что здесь находятся ненужные дети, и вот чувствовать себя ненужной ей не нравилось, хоть и осознавала, что она одна из них, из брошенных детей. Поэтому и дралась, доказывала, что ее бить нельзя. А как выжить иначе? Агрессия стала ее всем, ее пропуском первой в комнаты, ее медальоном от того, что побьют ее саму. На то, что ее кто-то удочерит, надежды не было. Выбирали красивых девочек, а Алиса особой красотой не отличалась. Ее поведение увенчалось успехом. Никто не смел ей перечить и задирать. Иногда Алиса вступалась за новеньких, за тех, кто попал сюда недавно и еще не осознал, за тех, кто и подумать не мог, что окажутся здесь. После этого ее еще и зауважали, а не только боялись. Ей было уже 14, когда она перестала драться. Не потому, что она вдруг всех полюбила, а потому что все и так ее очень боялись. Алисе стало скучно. Она уходила куда-нибудь в дальний уголок детдомовской территории и просто сидела. Сидела и мечтала о том, как найдет мать и отомстит ей. Она не знала, как отомстит, но то, что сделает это, знала точно. Нет, она не хотела причинить ей физическую боль. Представляла, как расскажет ее мужу о том, кем является его жена. Почему-то Алиса была уверена, что ее родной отец не знает о ней, либо умер. А вот новому мужу матери она откроет глаза на его возлюбленную. Вот и сегодня. Она сидела в укромном уголке на улице и вдруг услышала странную мелодию. Алиса прислушалась. Ни на что не похоже. Музыку она любила и всегда замирала, если слышала что-то красивое. Но эта мелодия, она была очень красивой, очень грустной, даже какой-то тоскливой. Но что это звучало, она никак не могла понять. Алиса встала, подошла к кустам акации и раздвинула их осторожно. Ничего себе! Это их новый дворник. Она уже успела поиздеваться над ним. На чем это он играет? Алисе было не видно, и пока она тянулась, сама не поняла как, грохнулась прямо в кусты. Выглядела она нелепо. Мужчина перестал играть и повернулся к кустам. Алиса встала, отряхнулась зло и хотела уйти. Но мужчина вдруг спросил: «Хочешь, научу?» Девочка опешила. Ее? И она сможет точно так же играть? Разве у нее получится? Внутри были противоречивые чувства, но уж больно хороша мелодия. Она шагнула к нему. Дворнику на вид было лет 50-55. Не совсем понятно было, почему он в таком возрасте работает дворником. Но он же работает тут и даже после издевок подозвал к себе. С тех пор Алиса приходила к нему каждый день. Сначала он просто показывал ей, как играть на дудочке. Самое интересное, что сам эти дудочки вырезал, такие смешные и одновременно грациозные. Когда у Алисы стали получаться первые настоящие звуки мелодии,
она просто не сдержалась и обняла дворника. Вот тогда-то они впервые и разговорились. Звали его Николай Петрович, и жил он в небольшом домике на территории детского дома. Ее это смутило, ведь еще не старик, а живет на работе. В голове у подростка не могло уложиться, что произошло. «А почему? У вас нет родных? Нет дома?» «Было у меня все, Алиса. Все. И дом, и родные. 10 лет назад умерла моя Катенька. Думал, не переживу, если бы не сын. Потом решил он жениться. Девушка красивая, но уж больно жадная. Но главное, чтоб Сашке моему нравилось. А спустя 5 лет разбился мой Сашка на машине. А квартира-то моя давно уж на него переписана была. Я это сделал сразу, после смерти жены. Хорошая трешка в центре. Вот невестка собрала мне чемоданчик и отправила на все 4 стороны. Я и никто, и звать меня никак. Даже не дождалась положенного времени. Но почему вы не боролись? Зачем, Алиса? Нет тут у меня никого. Все мои любимые ушли. Мне просто нужно как-то прожить то время, пока и мой черед придет. Я к ним хочу. Здесь мне больше ничего не нужно. Вот пока и устроился сюда. Жилье есть, работа. Алисе казалось, что сейчас она ненавидит невестку Николая Петровича даже больше, чем собственную мать. Даже были мысли сначала невестке отомстить, а потом уже матери. Злость внутри так кипела. Иногда представляла себя супергероем и разносила всех плохих людей в пух и прах. Когда Николай узнал о том, что держит в душе эта девочка, похожая на волчонка, то пришел в ужас. Как же она, бедная, справляется со своей ненавистью? Ведь нельзя жить ненавистью. Надо спасать девчушку, ведь она хорошая, просто не показывает это. Они подолгу беседовали. Николай Петрович чувствовал, что Алиса оттаивает. Она перестала стричь волосы под мальчика, стала более нежной. У нее куда-то пропало желание доказывать свою правоту кулаками, но к себе близко так никого и не подпускала. Как-то он спросил: «Алиса, ты через год уходишь. Уже решила, кем станешь?» Девушка растерянно на него посмотрела. «Нет, даже не думала. Все время думала, как отомстить матери». «Ну, допустим, ты отомстишь. Только сначала искать ее будешь. Непонятно на какие деньги. Но это мы тоже пропустим. А что потом?» Она растерянно молчала. Не приходила к нему целую неделю, а потом все-таки пришла. «Я хочу строить». Целый год они посвятили подготовке в строительный колледж. Алиса понимала, что институт для нее слишком долго, может быть потом, в будущем. А вот подготавливаться к поступлению Николай Петрович немного, но мог помочь. Инженером всю жизнь проработал, с математикой дружил, с черчением проблем не было. А вот русский язык вместе правила зубрили и экзаменовали друг друга. В тот день, когда она уходила, они долго сидели на их лавочке. Вечером Алиса уезжала в другой город. Там она будет учиться и пока что жить. Она плакала. Впервые за много лет. Впервые ей было тяжело с кем-то расставаться, с тем, кого впустила к себе в сердце. И этот старик, по ее меркам, был самым близким для нее человеком, тем, кто увидел ее настоящую и поддержал. «Николай Петрович, я обязательно приеду к вам, только отучусь». «Давай мы договоримся. Я-то никуда не денусь, а вот тебе нужно отучиться, крепко на ноги встать и потом уже на встречи к старику ездить». «Ну какой же вы старик!» — слукавила она. Для нее он был старик. Она уже знала его точный возраст. Николаю Петровичу было 56 лет, а значит, она почти угадала с его возрастом в первую их встречу. На прощание он подарил ей дудочку. Долго ее делал, с любовью и на долгую память. Прошло почти 15 лет. Алиса поздно вышла замуж, все никак ей было не найти того, кто ее бы понимал.
Хотя она и думала, что не надо замуж в 20, в 26 было самое то. Через год родила дочку и почти сразу развелась. Вся ее радость была в маленькой Катюше. Многое в ее судьбе теперь было как в сказке. Для девочки из детского дома, по крайней мере, это так казалось, но на самом деле это была ее упорная работа. Прошло время. Сейчас она многое могла себе позволить, и когда, наконец, она стала зарабатывать столько, сколько хотела, она подала в розыск на свою мать. Все выяснилось намного быстрее, чем Алиса думала. Ее мама – бедная одинокая женщина, которая хотела родить для себя. За 2 месяца до родов узнала, что больна. И это сейчас с онкологией пытаются бороться. Тогда же пытались тоже, но с оговоркой. Бесполезно. Врачи говорили, что организм ослаблен беременностью, и дали маме год. Она приняла страшное для себя решение – отказаться от дочки сразу, в роддоме. Тогда никто из врачей не осудил ее. Алиса даже разыскала ее могилу, и сейчас там стоял большой памятник с ангелом. Она часто вспоминала Николая Петровича, но когда вернулась в этот город 10 лет спустя, его не нашла. Директор детского дома сменился, и почти весь старый персонал был обновлен. Когда выдавалась свободная минутка, Алиса с дочкой ходили в парк. Ее Катерина смеялась, как Алиса, всегда хотела спасти весь мир. Ее мать спасти мир захотела гораздо позже. К 6 годам это была очень умная девочка, которая совершенно непонятным способом уговаривала мать на любые траты перед парком. То ей хотелось угостить конфетами всех детей, то накормить батонами всех уток, то на улице такая жара, что им нужно не менее 10 порций мороженого. А сегодня она выдала такое, от чего Алиса сначала и не нашла слов. «Мама, купи мне, пожалуйста, колбасы, батоны попить». Алиса уставилась на нее. «Боюсь спросить, кто на этот раз?» Улыбаясь, сказала Алиса. «Мама, может, лучше тебе не знать? Зачем лишний раз нервничать?» Такие фразы обычно ставили Алису в ступор, но не сейчас. «Катя, мы сейчас никуда не пойдем», строго сказала мама, дав понять, что ждет ответ. «Мам, это бомж». «Кто?» Алиса думала, что грохнется в обморок. Катя улыбнулась, как бы говоря, «Я же предупреждала». «Мама, ну что ты так волнуешься? Он простой старый человек, у него никого нет. Он не просит, как делают это другие, потому что стесняется. Он знает столько сказок и стихов, какие не знает никто. Тебе что, колбасы жалко?» Она, взрослый человек, не последнее лицо в огромной строительной фирме, просто не нашлась, что ответить. Молча купила все, что сказала Катя, и они направились в парк. Катя присела на лавочку. «Мамуль, ты тут сиди, а я вон к пруду. Видишь, там дедушка сидит. Это он». Алиса и правда увидела плохо одетого старика. Ей было плохо его видно, но рядом с ним были дети, и она немного успокоилась. Главное, что дочка будет на виду. Вечером она улеглась с книгой на диван. Катя была в своей комнате. Вдруг Алисе послышалась знакомая мелодия. Тишина. Нет, вот снова. Она же. И сначала. Алиса бросилась в комнату к дочери, резко распахнула дверь. Та испуганно смотрела на нее, ведь мама выглядела очень взволнованно. «Мамочка, я разбудила тебя?» «Катя, что это было?» «Вот», Катя открыла ладошку. «Нас тот старик на дудочках учит играть. У меня все получается, только вот переход от начала никак». Катя горько вздохнула. Алиса смотрела на нее полными слез глазами. Воспоминания нахлынули горячей волной, но она их сдержала. В руках у дочери лежала дудочка. «Давай, я покажу тебе. Мне тоже это место далось не сразу». Алиса проиграла всю мелодию и расплакалась. Воспоминания нахлынули с такой силой,
что сдерживаться она не смогла. Катя не на шутку испугалась. «Мамочка, почему ты так расстроилась? Тебя так эта музыка расстроила? Ну хочешь, я больше не буду ее играть дома?» Алиса отрицательно покачала головой. Вышла и через минуту вернулась с такой же дудочкой, только немного потемневшей от времени. «Катенька, ты знаешь, где живет этот старик?» «Мам, там же, возле пруда. У него коробки за кустами». «Собирайся, доченька». Катя не задавала лишних вопросов, хоть и так поздно они обычно не ходят гулять. Просто быстро оделась, как и днем, накинув теплую кофту. Мама только одобрительно кивнула головой. Мама не злилась, а была какая-то странная. Они очень быстро дошли до парка, быстрее, чем обычно, но Катя старалась поспевать за мамой. Они нашли его сразу. Катя крикнула: «Деда!» И он вылез из кустов. «Что случилось, маленькая? Почему ты не дома так поздно?» «Николай Петрович, здравствуйте». Он отдернулся, как от удара, медленно повернулся, долго всматривался в ее лицо. «Алиса! Не может быть!» Она крепко обняла его. Как же часто она представляла их встречу, но не так. «Все может быть. Хватит комаров кормить. Пошли домой». «Куда?» — совсем искренне спросил он. «Домой, Николай Петрович. Если бы не вы, то не было бы у меня ничего. Так что мой дом всегда ваш дом». Всю дорогу до дома Николай Петрович вытирал слезы. Мешали они ему, и откуда только брались проклятые. Если бы не Алиса, которая крепко держала его под руку, давно бы упал. Но теперь в душе была уверенность. Он не умрет в одиночестве, никому не нужный. А еще за вторую руку его держала Катюша. Прошло время. «Деда, ну что ж ты не готов? Смотри, я уже нарядная, а ты? Сколько можно собираться?» Катеньке уже 10 лет, и сегодня они едут встречать маму с братиком. «Пап», — сказал Олег, — «но мы только вас и ждем. Алиса подумает, что забирать не хотим». Рассмеялся он. А Николай Петрович смущался и чувствовал себя важной персоной одновременно. Вот он и отец дочки, о которой мечтал, дед для любимой Катеньки, а недавно стал отцом для Олега. Он тоже детдомовский и рад был, что у него есть отец. А сейчас они все вместе поедут встречать еще одного члена большой и дружной семьи, маленького Коленьку. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.